Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, управление социальными объектами. В данной теме я показываю, каким образом можно управлять социальными системами при условии соблюдения равенства, корректности отношений, как внутри самой системы, так и при условии внешнего управления. И здесь в данном случае, вот если мы говорим о том, в чем заключается, вообще говоря, в этом случае смысл управления, то он заключается в том, что цель понятна, да, оптимизация, предположим, деятельности какого-то социального объекта при, естественно, необходимости четкого прослеживания уровня макроспасения. Здесь речь в детализации будет идти о том, что нужно определить первичный импульс вот этого целевого управления, потому что первичный импульс, он направлен в данном случае как бы на всех одновременно и одновременно на некую социальную область. Ну, например, там, на район, микрорайон, на какую-то область информации по тематической деятельности людей, да? Например, там, это завод. Или какая-то иная социальная именно среда. Это может быть просто социальная среда, там, квартал в городе, да? Или может быть просто некие социальные условия. Поэтому управление должно быть таким, как управление в целом по социальному уровню, так и, естественно, управление по передаче фактически знаний, именно вечного развития каждому человеку, который участвует в этой системе. И получается, что в данном управлении необходимо видеть одновременно как макросистему, которая определяет социальный объект в виде каких-то граничных условий, то есть там получается, что, например, зрением духа и души можно определить некий статус, то есть можно определить, каким образом мы здесь видим саму область управления как таковую. Вот здесь, кстати, достаточно интересный момент, чтобы дифференцировать вообще на будущее, как смотреть, например, в целом на систему и одновременно на каждого. Здесь вот надо иметь в виду, что когда зрение души и духа как бы сплетается, да, в управлении, я потом об этом еще сейчас уже позже скажу, как это происходит, но на самом деле это выглядит как некий конгломерат информации духа, души в оптическом выражении. И тогда мы контролируем весь объект, видим его, по крайней мере, сразу. А вот частный уровень – это всегда уровень души, в отношении к человеку, то есть вы смотрите, как создается человек, как он развивается, и уровень духа в действии человека. И вот таким образом вы можете через действие обобщать действия человека и социальной системы, а одновременно заниматься каждым человеком в отдельности. То есть, по сути, задача состоит в том, чтобы заниматься и отдельным человеком одновременно, и всей системой социальной. Поэтому вот то, о чем я сказал, что вот именно некий конгломерат, некая взаимосвязь оптики духа и души, здесь эта система, она преобразовывается всегда в понятийную систему. Вот откуда вообще берутся понятия? Например, какие-то социальные понятия, они, понятно, что они выражаются каким-то элементом жизнедеятельности, развития жизни и как бы сами по себе, как необходимое условие реакции. Но ведь мы занимаемся именно реальным макроуправлением, в первую очередь, фактически, да, через макроуправление, через спасение всех. Поэтому мы должны и ставим такую цель, и эта цель должна реализовываться, мы должны управлять любой системой. То есть поставленное понятие, некое, да, ну как бы некая необходимая величина, это все-таки тоже должно быть предметом управления. Например, человек, сталкиваясь с какой-то ситуацией, он должен считать, как он предуправлял ситуации, да? Вот, например, в этом времени. Вот какая-то сложная ситуация возникла. Возникает необходимость организации какого-то модельного решения, где ситуация берется под уровень управления сразу же. Хотя ситуация негативная, но мы, если она негативная, например, да, но мы, тем не менее, должны управляющий ракурс этой ситуации сразу воспринять и взять управление уже на себя, то есть как бы отстегнуть ее от корня, по информации перевести из области там, логической фазы сознания в область, предположим, души человека. А душа, как знающий уровень управления, сразу же реализует импульс нормирования. Вот здесь есть такой тонкий уровень перехода. Через логику в структуру души идет нормирование целой социальной системы. Почему вот
например, там, ну, человек, если посмотрел телевизор и какой-то негативный сюжет, то когда через сознание переходит управление фактически на уровень души, наступает через какое-то время ну, некое облегчение, если, например, ситуация реализовалась уже. Да? То есть в будущем он же ситуацию видит реализованный человек душой, потому что именно позитивный статус развития души, душа имеет вечные знания и точную структуру развития именно с точки зрения бесконечного развития. И там, конечно, есть уровень полного фактически позитивизма, то есть там получается, что мы имеем обязательно в душе определенный механизм, путь развития, где ситуация, вообще говоря, любая, в принципе, решена позитивно, то есть в лучшую сторону, как для самого человека, который наблюдает, да, или там управляет этой ситуацией, так и, вообще говоря, для всех людей в душе такая структура существует, именно как структура души. Поэтому, ну, в принципе, выглядит она достаточно однотипно, то есть как все другие структуры, такие, в общем-то, казалось бы, не как бы примечательные, там, частные структуры. Вот именно в структуре души, в виде области информации, душа выглядит так же, как система, равнозначно реагирующая на любую проблему. И в том числе те вещи, которые как бы определяют решение достаточно сложных задач, тем не менее, на информативном уровне они выглядят, если посмотреть там, на душу со стороны, то они выглядят как, оптически так же, как и любая другая система. Там как бы нет вот уровня там, преувеличения какого-то одного статуса, там, преуменьшения другого. То есть для Бога любое событие равнозначно. Вот этот принцип здесь реализован именно в структуре души. И получается, что здесь вот мы видим следующий уровень. Там, если рассмотреть ну, такую позицию, там, кроме там, события вечной жизни, да, например, события являются равнозначными, потому что если мы, например, введем понятие особенности, такого понятия, как там, вечная жизнь, то здесь опять же мы тогда начинаем это понятие как бы сужать или делать его более автономным. То есть понятие кроме как бы выделяет некую область в другую систему. И поэтому мы о вечной жизни тоже не можем сказать, что это некое особенное событие. В структуре информации это однотипный уровень управления. Бог так и делает, он показывает равнозначность там, текущих, то есть каких-то временных форм, там, вечности. И в восприятии Бога, что вечность, что там конечная величина, это все есть знание, которое определяет, тем не менее, вечное развитие. Вечное знание, которое существует для Бога, оно же всегда существует. И получается, что системы прерывания нет, есть только наполнение данной фракции знаний. То же самое в социальной системе. Человек постоянно внутри системы наполняет себя, там, ну, предположим, уровнем поведения, технологии поведения в данной системе, в данном регионе, и эта система как бы самонаполняется. Следовательно, уровнем влияния, то есть передачи нужных знаний, управления на макросозидание в данную систему является уровень выделения взаимосвязи внутри системы, то есть когда мы видим, что человек, попав в социальную систему, начинает как бы адаптироваться, вкладывать какой-то труд, и возникают линии его движения, да, поведения. То есть мы, чтобы повлиять и на человека, и на систему с точки зрения там, спасения да, социальной системы или человека, или одновременно и системы, и человека, мы должны тогда определить очень четко, где у человека будущие события в этой системе. Вот здесь, что очень важно, нам нужно иметь критерий как бы общеприемлемых знаний в этом случае. То есть мы должны перед человеком поставить не некое там свойство такого типа, что вот делай, например, так-то, или нужно что-то делать совершенно конкретно, потому что у людей могут быть разные задачи, более того, он может соглашаться, но у него может не быть времени просто технически что-то сделать, он занят в этот момент, у него другие планы. Поэтому мы должны, значит, сделать так, чтобы поставить структуру обучения перед человеком в том месте, где он эти знания сможет принять. Да? А учитывая, чтобы ну, спасти человека, нам часто нужно знания передавать очень быстро, надо еще уметь поставить знания в будущее, некие, например, спасающие человека, например, там, знания макроспасения, хотя бы один уровень, чтобы он знал, что можно сделать макроспасение. И он лично это может сделать. Тогда получается, что если он лично, предположим,
такое действие все-таки может сделать, то он должен видеть ресурс, почему он это может сделать, то есть хотя бы такую короткую систему знаний. И вот, а почему там, мы должны показать, где в душе механизм решения, да, этого вопроса, технологически или путем там каких-то сопоставительных знаний. И вот он, например, увидев управление человека, увидев, что значит, он способен что-то сделать. В данном случае я сказал о неком таком исключительном случае, когда, например, там, кроме знания макроспасения, например, человеку там нельзя успеть что-то передать в этой социальной системе. При этом же я говорю, что мы работаем через структуру своего сознания, мы же ему можем часто не говорить словами, хотя если есть время, тогда уже лучше можем его научить словами. Да? Получается, что задача спасения в любом случае, она включает в себя управление социальной системой, ну, такое дистантное, значит, и дистанционное такое управление, это есть все-таки управление больше со светооптикой, где есть действие души, духа, сознания, там, физического тела человека, как оптической величины в том числе. И когда вы рассматриваете уже ту систему, что, предположим, вы проработали какую-то область управления и получили доступ в то, что в будущем он эти знания воспринимает, то есть нашли в его будущем какую-то структуру, что вы положили на управление просто систему знаний, и он начинает воспринимать. Тогда, получается, нужно теперь наладить только связь между тем, что он воспринимает, и в нужной точке он спасается. То есть фактически свет знаний из будущего его спасает. Ну, например, какие-то предвестники какого-то события. И человек начинает их дифференцировать по каким-то внутренним критериям или по конкретным технологическим критериям, если он моим учением занимается, он начинает видеть уже конкретную ситуацию и дальше, например, там, начинает понимать, откуда информация из структуры моего учения. Да? Вот в данном случае мы рассмотрим, если вот эту, когда рассматриваем категорию, то на уровне, как бы вот, где душа пересекается со структурой сознания в логической фазе, очень четко видно, откуда знание, кстати. Вот человек всегда четко понимает, откуда он имеет знание. На уровне души, по крайней мере, он там всегда знает, дифференцирует, что где находится. Ведь душа — это также и отражение, и более чем отражение, это структура мира, которая содержит в полной форме все элементы реальности тоже. То есть, если рассмотреть, например, там, взять, остановить время и каждому событию придать какое-то свойство, определить свойство, и просто смотреть на событие как на статичную структуру. В этом случае мир имеет очень конкретную структуру, конкретные величины, душа имеет такое же свойство. И поэтому через душу можно также очень четко регламентировать как бы, понятие знаний и их получения. Но если мы взяли там, и остановили события, перевели в статическое положение, то можно события изучать сколько угодно. И нет тогда никаких проблем, не нужно торопиться, мы можем любое событие, необходимое время изучить, и, в принципе, дальше уже действовать в соответствии с тем, как события видоизменить. То есть время на видоизменение событий, или там, на улучшение формы событий, или на снятие негативного события, на самом деле может быть всегда любое количество. Вот Бог изначально дал который структуру вечного развития, он, естественно, дал время решения. Вот почему бесконечное развитие, вечное развитие — это необходимая величина в познании, в структуре развития. И вот когда мы вот эту вот вечную характеристику развития человека начинаем вводить в социальную систему, тогда понятно, что нам даже для технологии управления действительно нужно работать всегда со структурой вечности. Потому что если человеку нужно научиться какой-то технологии, которая его в любом случае спасет, вдруг ему для этого нужно очень много времени. Тогда мы можем поместить знания по его развитию в очень далекое, там, например, будущее, и вот свет этого события его постепенно наполняет, получается, его действие, хотя это действие может быть миллисекундным вообще. То есть он, например, взял и сделал правильный шаг, да, и не случилось некой проблемы с ним. Тогда получается, что нам надо же вывести иногда в очень удаленное будущее или этого человека, или социальной среды, которая определяет в будущем его поведение не в плане там заставляет, например, или как-то значит, путем давления определяет, а именно тем, что он просто там свободно и, например, там радостно живет. В этом смысле я употребляю вот это вот слово «определяет». То есть он просто в этой среде.
находится. И мы тогда можем через эту структуру, через структуру социальной среды передать ему макроуровень. И вот там каналов больше. Получается, человек тем больше защищен, чем большее количество людей работает вместе с ним по однотипному уровню управления. Да? Ну, понятно, это есть понятие сплоченности и так далее. Но здесь получается в идеале, или если мы хотим увидеть именно уровень, так скажем, макроуправления в действии, то получается, что здесь мы имеем очень простую позицию, что максимально человек, значит, защищен при, или там идеально на 100% при бесконечном развитии, когда он участвует в структуре бесконечного развития, и когда действительно существует это направление как бы в обществе, восприятия людей. И здесь, ну, как логический уровень, он понятен. Бог, который концентрирует вокруг себя все элементы реальности, чем больше развита система управления, чем больше людей, тем более высокая концентрация по движению к Богу. Вот здесь вот есть достаточно такой, он наглядный, с одной стороны, с другой стороны, очень понятный и, в общем-то, радующий закон в социальном управлении, то, что это есть Божье дело, увеличение количества людей с точки зрения человека. И чем больше людей, тем больше идет развитие в сторону Бога. Логически опять понятно, большее количество информации становится подконтрольным человеку из всего уровня информации, и человек становится ближе к Богу. Ну, то есть взять такую как бы задачу, что ли, или просто область информации геометрическую, вот все события мира там в одной сфере. Чем больше людей, тем больше событий мира контролируют люди. Тогда получается люди ближе к Богу. Ну, просто вот такой логический переход. И отсюда следует, ну, например, там люди взяли на себя все управление, да? Тогда практически они должны в этом случае уже непрерывно учиться у Бога, действовать так, как делает, как показывает Бог, показывать свой социальный статус развития, например, в бесконечности, то есть обеспечивать фактически бесконечное развитие своей социальной системы. Ведь с точки зрения Бога никакая система, она не может быть уничтожена, по сути-то она всегда в нужное время может снова раскрыться, да, в этом интервале, в каком она существовала, именно в созидательном аспекте. Так вырастает, например, там, знание культуры, общества, знания, которые способствуют именно вечному развитию, или какие-то технологические знания, технические даже в том числе. Можно сделать так, чтобы и техника тоже содействовала, да, этим процессам. Получается, что если мы, например, рассматриваем таким образом этот процесс управления, то здесь, вообще говоря, видно, что задачей управления в социальной системе является сделать социальную систему вечной. То есть для самого человека, который участвует в этой задаче. Я так, в общем-то, достаточно линейно через структуру управления душой, в том числе, значит, вывел эту задачу управления в виде задачи, которая можно назвать, что задача выведена на условиях предшествующего там больше логического материала. И когда мы управление душой рассматриваем тоже как задачу логики развития души, то здесь вполне как бы вероятно, что могут возникать следующие уровни помощи, там, оптимизация. Вот я специально ввел такое слово, как вероятно, да, вполне вероятно, ну так иногда говорят, или часто в некоторых системах. Так вот, в условиях социальной системы вероятность, когда речь идет о жизни людей, она должна быть всегда стопроцентной или там равна единице, когда люди будут спасены. И вот здесь возникает следующий уровень, что развитие социальной системы должно быть точным с точки зрения человека, который участвует в этой социальной системе, и не допускать какой-то вероятностной возможности какого-то иного развития, да, хода событий. Поэтому, например, там, в политуправлении, там, в политическом управлении с точки зрения социального уровня существует всегда необходимость смотреть на конкретного человека, на конкретную группу людей, на конкретный там, регион и учитывать интегрированный интерес, значит, где все интересы реализовываются. То есть мы там, не можем ставить интересы государства выше конкретного человека или там, какого-то региона. Но вот интересы человека как бы выше там, социальной, так скажем, системы,
Они, конечно, могут быть, потому что социальная система — это то, что придумано людьми в процессе развития, и в принципе, можно взять и что-то другое там реализовать, то есть придумать другую модель, создать и реализовывать более интенсивное социальное управление или там государственное управление для конкретного человека. Поэтому я считаю, что здесь необходимо рассмотреть именно статус реализации системы возле и вокруг человека, как бы по делам человека, по его действиям, более того, по отдаленным действиям, по прогнозным действиям, где человек там свободно развивается, спасает и так далее. Но здесь вот есть еще как раз принцип регулирования, как бы, например, там, агрессивных систем, что если мы больше вводим управление созидания, развития, управление, предоставление каждому там, по его интересам личного, творческого, свободного, там, вечного развития, то мы все-таки сужаем область несозидательного уровня путем таких действий, потому что чем больше мы значит, накапливаем уровневости созидательных действий, тем меньше возможностей в этой сфере информации появиться, например, там, некому несозидание. Ну, там простой пример: завод производит что-то конкретное, и там все налажено под выпуск именно этой там, продукции. Тогда получается что-то третье, там, отдельный цех сделать и запустить, ну, иногда бывает сложным или невозможным. И если скорости высокие, то тогда получается следующая технология, и какой бы цех потом ни организовался, он все равно будет несопоставим, да, в мощности. И в принципе за счет массовости продукции, скажем, получается, что цех будет преобразован опять в структуру будущего, то есть созидательного развития. Ну, такой как бы технологический пример, но тем не менее, ведь в социальных системах, в том числе технологии обычные, там, производственные, имеют место быть в плане восприятия. Человек ходит на завод, человек находится в каком-то обществе, в каких-то социальных, производственных условиях, и это накладывает определенный отпечаток на то, как он вообще воспринимает и действует, как он занимается управлением этой системой. То есть если один и тот же завод, один и тот же квартал и регулярно, или одна и та же работа, это хорошо, ничего здесь как раз-таки вот абсолютно нет чего-либо иного, кроме того, что это может быть как раз-таки устойчивость, да? Для человека это нормально, но он привыкает, и тогда получается, что чтобы, значит, найти структуру вечного развития, ведь вечное развитие — это все-таки величина, она иная. Значит, здесь надо гарантировать возможность самооздоровления, например, да, технологию развития человека, дать возможность смотреть за событиями, уметь управлять событиями, уметь их распознавать в условиях сложности неких там, да, или там, наоборот, простоты некой ситуации, социальной, событийной и так далее. Потому что в управлении нет там понятия сложно или просто, есть понятие точности. И, в принципе, все там в основном. Есть, конечно, понятие, ну, может быть, целесообразности действовать в соответствии с определенным уровнем, что в первую очередь надо сделать. Значит, но это потому в основном, что человек там сам решает, что делать в конкретном случае. Получается, что здесь вот именно выработка как бы личного пространства управления, вот с какого рычага взять и видоизменить систему, чтобы она вечно развивалась. Ну, например, там у человека подъезд дома, где какая-то неустойчивая конструкция, да, она может частично обрушиться и представлять какую-то угрозу. Тогда получается, что это, ну, как бы некая такая рыхлая конструкция, это есть предмет управления, может ее просто починить, вообще говоря, но если ему некогда, он может выйти вне системы, зная задачу вечного развития, он, получается, что может, в принципе, просто выполнять свою задачу. То есть он должен жить вечно, на него ничего не должно свалиться. Значит, он должен что-то с этой конструкцией сделать. И он тогда должен выйти в структуру вне конструкции. То есть он должен как бы всю уже определенную для него реальность, ну, к которой он привык. То есть не обязательно, конечно, что речь идет только о привычке, я говорю, в принципе, о любой системе, которая была воспринята человеком. Он может выйти на управление вне этой системы, сделать анализ ситуации в общем, то есть почему существует, ну, сделать управление, там, в данном случае дать какое-то управление по ЖЭКовским службам, и они там чинят этот подъезд, да, например. То есть просто ввести там мыслеформу, там, починить, вот они чинят. То есть здесь получается, что
здесь вот его личный статус — это статус все-таки выбора решения. Ну, можно взять и пойти в ЖЭК там, и сообщить там, на физическом уровне. Здесь получается, что ведь смысл управления, он одинаков, что на физическом уровне, что информативно, главное достичь действия. И вот с точки зрения Бога идея человека, его действия и физические действия — это часто, вообще говоря, одно и то же. Бог воспринимает идею развития человека именно в вечности и его самого, вообще говоря, одинаково на уровне личного действия. То есть в личном действии Бог дает все время один и тот же уровень, что физическому телу, что уровню как бы насыщения или там реализации идей. Ведь с точки зрения обобщенного фактора управления мы имеем, по сути, всегда управление, идущее от одного человека. Он действует так же, как действует Бог, делает управление от себя, оптика, то есть свет его души распространен бесконечно, равномерно. И получается, что человек, рожденный или еще не родившийся, который готовится родиться, он участвует во всех процессах Земли. То есть ему, по сути, принадлежит все, что принадлежит как бы всем, территориально, там, информативно. То есть есть определенный уровень взаимодействия на уровне там, равности, значит, ну, принадлежности некой. Не то, что там на физическом уровне, но в принципе это касается физического уровня. По большому счету, значит, весь мир, так скажем, да, все имеют равные права, любой рожденный или тот, кто готовится родиться, имеет равные права на всю структуру мира. И поэтому вот здесь надо учитывать взаимодействие всех систем, да, всех явлений, там, элементов мира, ну, прежде всего, там, учитывать, как человек здесь может быть реализован, и рассматривать, что проявлено именно в социальном смысле от любого человека, или в частности от того, по отношению к которому вы можете сделать особое управление. Вот почему в социальных системах, вообще в информационных, скажем, личностных системах, именно частное мнение, то есть частный уровень управления, когда вы через особое там, мнение, через специальное отношение к какому-то конкретному человеку, значит, делаете какое-то управление, делаете какое-то отношение во внешней среде, возникает макрорегулирование, потому что вы специальным образом относитесь к какому-то одному человеку. И вы обратите внимание, что в этом случае душа действует достаточно мощно, целые структуры мира преобразовываются, когда вы определяете свое личное действие по отношению к человеку. То есть Бог, действуя аналогично, ну, также Он дал человеку эти знания, а это Его знания Божьи, Он может действовать по отношению к одному, но при этом переструктурируются целые структуры мира, области социальной системы. Получается, что в уровне, например, управления, скажем, ну, такого типа, что человек должен сделать обязательно управление социальной системой, чтобы социум, значит, не был, ну, подвержен какой-то опасности, он здесь может это сделать путем достаточно гармоничного уровня. Ему надо, получается, определить какого-либо человека, которому он там мог максимальное количество знаний передать в этот момент для совершения действий. И действие совершается, и вот, в принципе, это совершенное действие, которое уже состоялось, определяет статус развития социальной системы, как бы укрепляет ее и делает какие-то корневые, значит, фиксирующие вещи в этой системе. То есть система таким образом как бы разворачивается. Но здесь получается, что проще всего для управления, так скажем, мгновенного, человеку передать знания об этом как бы самому себе. То есть самой этой системой управления, значит, можно вывести управление на себя, в том числе на себя, например, и посмотреть, вот, как вы сами воспринимаете эти знания. То есть понятно, что вы знаете, да? Тогда передача вам этих же знаний, в чем здесь она стоит? Например, рассмотрите ту же самую позицию Бога. Он все знает, но как он себе информацию передает и зачем? То есть, раз он все знает, у него все есть, вот этот уровень обмена информацией, тогда как бы зачем ему нужен, да, получается, в этом случае? И как он тогда эту информацию воспринимает? Аналогично он воспринимает ее таким образом, чтобы была динамика, ведь Бог всему создает динамику сам. Получается, он должен любое событие определить самостоятельно, да? Значит,
И если рассмотреть там, кроме негативных событий каких-либо, вот именно он определяет все-таки созидательный уровень события, потому что у Бога есть механизм исправления любого события. То есть, получается, для логики Бога вот в социальном плане негативных событий, вообще говоря, нет. Он может всегда рассмотреть путь другого развития этого человека, этого общества. И если развивается, например, человек как-то рассматривая какие-то фиксирующие статусы и считает, что это некий окончательный вариант, то, в принципе, ведь он смотрит на точку зрения свою и людей, которые там участвовали в событиях, но Бог может переструктурировать события. И получается, что когда мы начинаем идти по такому статусу регулирования социальной системы, то мы должны видеть, что любой статус социальной системы, даже исторически сложившийся, который уже реализован достаточно сполна, например, или статус системы, который как бы исторически нельзя видоизменить, да, например, есть географические системы. Тем не менее, речь не идет об изменении географии, но там границ неких, да, а именно о том, что всегда можно наполнить следующим уровнем знания. То есть как вот аналогично тому, как делает Бог. Там регион тот же самый, знания другие. То есть Бог един, но знания Он создает и конфигурирует разные. То есть самообеспечение Бога в том, что Он себе создает разные знания. В одну и ту же как бы форму, да, форма человека передает разные знания. И форма сама воспроизводит знания. То есть внутри социальной системы должны существовать системы самовоспроизводства, насыщения или там, наполнения даже другими знаниями созидательного типа, вида, направления одних и тех же форм, одних и тех же регионов. И здесь получается, что наслоение вот этого уровня, как бы один на другой, приводит к тому, что достаточно много происходит связей, да, вот получается в обществе, где вы можете видеть уже очень тонкую грань между вот этими всеми наслоениями, там, какими-то веяниями, какими-то движениями информативными, и вы можете видеть, что здесь, как бы в этих вот всех региональных системах, внутренних, социальных, внесоциальных, даже иногда там антисоциальных системах, то есть направленных против социума и так далее, можно видеть структуру достаточно специальных отношений, фактически личностных отношений, что достаточно рассмотреть одну личность, которая там владеет знаниями по региону, или вообще говоря, личность, которая задумывается над уровнем развития в плане управления, в плане там, помощи, именно в созидательном плане, чтобы помочь. Вот именно здесь возникает фактор помощи. Как только вы это видите, вы видите, что система начинает преобразовываться очень гармонично вокруг одной личности. То есть достаточно личности иметь свой статус спасения, то есть быть там, человеком здоровым, да, практически, и делать именно созидательную вещь, социальная система вокруг него преобразовывается. Ну, так же, как вокруг Бога образовывается норма мира. То есть вот здесь вот именно переход в выделении всех событий на статус поведения личности дает очень сильное управление, как помощь самому человеку, так и социального управления. Так что в качестве управления сейчас сделайте такое управление. Выведите какой-то социум и по отношению к конкретной личности определите управление через норму личности. И вы увидите, как ваши, кстати, собственные задачи начнут быстро решаться, потому что вы набираете очень, в общем-то, даже колоссальный, можно сказать, опыт вот таким управлением, и решаются они уже как бы безусловно. То есть проделайте такое управление, я поработаю вместе с вами. Обратите здесь внимание, что при таком управлении нарастает такое понятие, как понятие взаимопомощи. То есть при личном управлении в этом случае человек начинает помогать другим, как бы даже несколько непроизвольно, что ли, как он думает часто. А вообще, ведь мир устроен так, что одни и те же законы распространяются на многие совершенно системы. Если человек познает принцип или внутреннее состояние системы, то получается, что он вполне может действует таким образом, что
передавать знания о системе, если, например, эти знания как бы им полностью освоены. Вот когда вы начинаете видеть систему сполна, то есть чувствовать, видеть, как идет движение самой системы, то есть система как бы оживает, да? Социальная система становится в восприятии, хотя понятно, что по большому счету есть определенная позиция, и действительно так, что можно рассмотреть, что все есть жизнь и всему давать жизнь, здесь есть такой уровень, что мы имеем именно вот некую гибкость системы. То есть человек познает глубину системы, глубину личности тогда, и возникает управление там разного типа, где все бесконечное его развитие становится совершенно свободным, ненапряженным. То есть он видит, что он действительно уже имеет точно статус бесконечного развития, потому что человек может иметь бесконечное развитие, вечное, в общем-то, в бесконечном количестве людей. То есть он должен видеть с точки зрения логики процесса вечное развитие, значит, это и люди будут увеличиваться в сторону бесконечности, значит, получается, ну, там, новые территории, это, в общем-то, такой технический момент, будет увеличение идти естественное, можно сделать технологически с развитием цивилизации. Это, в общем-то, не проблема, вот территориальный уровень. Здесь уровень возникает такой, что когда мы говорим о взаимопомощи, то есть именно выявление в структуре другого человека или его задач, ну, той задачи, которая как бы лично касается другого человека. Например, там, задача всеобщего спасения касается личного любого человека, в принципе, который, например, логически воспринимает. И если даже он не воспринимает логически эту систему управления, то есть он не знает, может быть, о ней, где сказано, что нужно управлять, там, заботиться через макрорегулирование, тем не менее, все-таки это касается конкретного человека. То есть сказать, что надо сначала всех спасти, то есть сделать макроспасение, могут знать не все, да, в какой-то момент. Значит, но вот все-таки это касаться будет все равно их. То есть существуют законы, которые в любом случае так или иначе человеком выполняются. Вот когда идет вот эта вот позиция взаимопомощи, здесь надо уже вникать в структуру личности другого человека как фактически в свое собственное личное дело. То есть дело того человека, который работает с системой, и вы должны воспринимать это как фактически, ну, в однотипной вибрации. То есть единая вибрация, там, например, счастья, развития, там, бесконечного развития. То есть уметь интегрироваться в условиях очень большого количества дел, так скажем, да, направления деятельности, уметь интегрироваться в структуру именно вечного развития, где вы вот этот тонкий уровень как бы социального или внутрисоциального уже развития выявляете как свой личный путь, который, ну, там, вам уместен, он не вызывает, там, например, какого-то сильного давления, это вам, например, значит, достаточно комфортно, да, скажем, вы можете спокойно развиваться и стараться внутри этой системы решать свои задачи, то есть уметь их решать и привлекать на решение других людей, то есть именно за счет передачи им знаний. Ведь привлечь другого человека для решения задач, например, макроспасения, хотя она в частном случае, например, может быть ваша, но она всех касается. Поэтому получается, что здесь вот на самом деле, по сути, здесь, если так рассматривать ситуацию уже дальше, глубже, то она упрощается. Ничего сложного в том, чтобы привлечь человека, там, спасти весь мир, нет, потому что есть задачи, которые существуют в реальном обществе. Действительно, есть там ядерное оружие, химическое, бактериологическое, какие-то сейчас есть условия, которые и более сложные в мире, и, например, развитие других систем оружия. И, естественно, это надо решать вопрос, то есть получается, что просто на идеологический уровень могут приходить огромное количество людей, вообще на самом деле все люди должны этому сопротивляться, чтобы они не были уничтожены там, за счет какого-то технического дефекта какой-то ядерной станции. Получается, что вот некая такая нелогичная ситуация вот в целом, да, что много людей инициативных, которые могут, а вообще говоря, все могут сделать макроуправление и не допустить глобальной катастрофы, тем не менее, эта опасность до сих пор существует в цивилизации. И чтобы решить этот вопрос логически, естественно, что нужно исследовать как бы исторические корни, там, развитие цивилизации в целом, но ведь развитие цивилизации
скажем так, как некий там, например, там, хаотичный, да, процесс, если так можно назвать. Хотя, конечно, такого нет. По сути, всегда есть законы развития, которые так или иначе реализовываются. Ну, например, мы считаем, что до определенного времени особого контроля развития не требовало, до ядерного века. Как только появилось ядерное оружие, дальше цивилизация должна сгруппироваться и решать вопрос, который вдруг как бы возник на уровне именно задач. То есть возникла очень простая задача. Если едет машина и там горит колесо, значит, надо все-таки остановиться, колесо как-то потушить, да, этот пожар, снять колесо, по крайней мере, или заменить. Значит, это логическое действие, всем понятно. То же самое в социальной системе. Есть законы, которые очень четко определяют статус развития социальной системы. И он вот именно в социальной системе выглядит очень жестко, четко, всегда, практически всегда однозначно. Вот если там, например, поставить вопрос, зачем Бог создал много людей, значит, и делать так, чтобы они в бесконечном количестве развивались. Потому что чем больше людей, чем больше социальной системы, вот здесь прослеживается этот закон очень четко, тем точнее знания, получаемые каждым человеком. И когда, значит, мы смотрим, что точность знания за счет объединения можно увеличить, естественно, мы можем найти то знание, которое выведет систему уничтожения, хотя она и сложилась как бы исторически. И, значит, получается, что нам какая, вообще говоря, разница, исторически это сложилось или не исторически, есть проблема, мы должны ее решать. И таким образом ситуация здесь такова, что вот именно для решения, как бы, да, для технологии решения нужно реализовывать социальный уровень. Ну, здесь вот я, например, сейчас показываю именно конкретно, здесь хочу вот именно выразить, показать конкретный механизм, что нужно с этой идеологией, с такими знаниями, возможностями влияя на любую социальную систему, выходить, например, там, в органы власти, в органы правосудия, в органы там, управления, макроуправления, там, локальной помощи людям. Хотя бы вот понятия локальной помощи в принципе нет, потому что человек, который спас хотя бы одного, там все равно это колоссальная нагрузка, и она сопоставима, по сути, там, с макроспасением. Поэтому здесь вот именно на всех уровнях помощи вводить структуру очень простую, там, чтобы не было вот это вот уничтожения, там, глобальной катастрофы, не обязательно только от некого ядерного оружия, например, там, от некой внешней системы, да, небесного тела и так далее. То есть речь идет о том, что жизнь дана человеку, причем вечная жизнь, и он должен уметь технологически это просто реализовать. Потому что ведь, ну, простой очень пример, там, если там, взять через структуру сознания, восстановить там какой-то на пальце там, да, царапину, почему это можно, вот просто вот простые примеры какие-то приводить, пример, чтобы объяснять философию именно вечного развития и стараться эту философию, и вернее даже практику здесь будет точнее, это управление, что показывать повсеместно в социальной системе. То есть еще один есть уровень закона развития социальной системы. Это в социальной системе нужно показывать любые самые простые факты для распространения позитивной информации. Ну, если, например, да, можно восстановить одну клетку, то, конечно, можно тогда весь организм оздоровить. Просто надо больше времени, может быть, чуть-чуть больше. И получается, что когда мы можем такие факты находить, показывать и доказывать, почему я все-таки стараюсь как-то объективизировать, ну, некие протоколы все-таки создавать и так далее, каких-то объективных действий, потому что тогда мы можем показывать достаточно определенный фактор управления, который связан с конкретными людьми, и личное мнение каждого, например, человек четко уверен, что он применил какой-то метод моего учения, получил результат, и этот метод действительно срабатывает, то его личное мнение является фактически уровнем, ну, как бы закона, что ли, с точки зрения социальной системы, потому что достаточно его личного мнения, ибо он имеет право говорить лично, да, сам. И он же сам сделал, ничего другого мнения здесь как бы уже и нет, получается. Есть просто внешний анализ. А другой человек, он может сказать, да, это событие произошло, но в принципе, что дает это? Просто другому человеку нужно дать уровень просто обучения, чтобы он смог сделать подобное, не обязательно то же самое, там, но чтобы мог научиться там, спасти, просто именно спасти в широком понимании там, цивилизацию, людей,
себя, или там, например, если у него нет проблем, то, по крайней мере, то, что он спасает, всегда это увеличение опыта. Следовательно, вот следующий статус — это увеличение опыта каждого конкретного человека в условиях развития социальных систем за счет того, что он помогает другим людям. И ведь, по сути, между прочим, когда человек помогает другим людям, он все равно сталкивается с некой ситуацией вокруг человека. Какие-то существуют, например, социальные условия, какие-то существуют, значит, ну, там, пограничные условия какого-то уровня управления. И получается, что когда человек их преодолевает, он фактически решает и свои именно задачи тоже, потому что здесь уровень задач, он такой, что если мы, например, рассмотрим статус человека, то с точки зрения каких-то международных норм, так скажем, человеческого права, так скажем, человек всегда находится примерно в однозначных условиях. И если он помог кому-то, то вполне его личная практика переносится на его условия жизни. То есть он все-таки расширяет вокруг себя поле безопасности, поле оптимальности, и даже не в простом смысле там, безопасности, а поле просто реального следующего действия. То есть он сможет больше сделать для людей и так далее. То есть получается, что здесь нужно еще все-таки как-то придерживаться логических схем управления, вот считая, что польза, оказанная другому человеку, это все-таки личный опыт тоже. Хотя эта ситуация никогда может не касаться конкретного человека, но ведь Бог дает каждому какой-то конкретный путь, и при этом для определенных задач ставится задача помощи или управления. Пусть какая-то ситуация никогда там негативно не касается там управленца, но коли уж он управленец, он должен уметь помочь, и более того, он может сделать помощь универсальной. Вот почему мы рассматриваем здесь именно в социуме, в социальных системах развития общества, когда общество развивается внутри благоприятного социального плана, когда нет войн, например, да, что вот знания, которые, например, Бог получает к себе, как бы их перерабатывает за счет восприятия и следующего уровня передачи знаний, это тот уровень, когда Бог там фактически создает восприятие знаний, то есть знания создаются как таковые, субстрат знания. Вот в чем сущность, например, бесконечного развития? Где есть те знания, которые дают именно статус бесконечного развития? В человеке это понятно, что если есть у тех людей, которые там имеют наиболее прогрессивный уровень собственного духовного развития или управленческого развития с точки зрения управления как система развития сознания, да, через сознание, реальность. Но по большому счету все-таки знания, которые даются Богом, то есть это есть сам Бог, который выражен для людей в виде знаний конкретного человека, то есть знания совершенно индивидуально. И, следовательно, есть еще один статус развития социальной системы. Знания о развитии системы у каждого человека внутри системы, в принципе, они, по большому счету, они разные. То есть каждый может думать о системе, что он там захочет, но вот чтобы система была нормированная, там вот есть некий обоз, да, и кто бы что ни хотел, обоз движется в одном направлении. И получается, что вот нужно так, чтобы все реализовывали то, что они хотят в созидательном плане, и обоз все-таки двигался, да, в том же направлении, где есть там вечное развитие. Получается, что здесь вот уровень объединения, то есть личный импульс, выведенный на социальную систему, может быть выражен так, если человек дает знания очень быстро. То есть смысл данного управления, что знания тогда нужно давать очень быстро. Тогда человек будет гармоничен в любой социальной системе. Ну, конечно, она должна быть ориентирована на человека, не в некой, которая может там его как-то преследовать и так далее. То есть имеется в виду, что обычно нормальная социальная система со всеми там социальными гарантиями, полных свобод человека и так далее. Ну, например, там полная реализация Декларации прав человека. Тогда получается, что когда вы смотрите на уровень управления таким образом, то вы видите, что присутствует в виде конкретного человека, который дает вот конкретные системы
управления, там, учит, как в социуме жить, работать. Это просто определенная система обучения. Но коли уж там вечный Бог дает такие знания, то получается, что человек тогда заведомо уверен, что он может получать эти знания. То есть еще один из критериев развития социальной системы – это точный набор знаний именно о вечном развитии. Как я сказал, что социальная система – это все-таки точность управления, точное развитие с точки зрения Бога и человека одновременно. И получается, что здесь мы имеем уровень управления такой, что все-таки точность еще и такова, что мы уже уверены там, вместе с Богом в вечном развитии, которое становится доступным. Вот только внутри социальной системы можно сказать, что человек может там достичь технологии вечного развития. Потому что, ну, если он там живет на необитаемом острове, он может там жить там, миллионы лет, например, да, но как он может сказать, что там, следующая секунда он будет продолжать жить на этом острове, да? Потому что с точки зрения социальной системы есть уровень взаимодействия. Вот есть люди, которые живут рядом, вот он там на год или там на секунду старше, и он живет там больше, да? Получается, что на эту секунду, даже если он больше живет, это уже сопоставительный фактор. Вот почему, например, там, если так поставить вопрос, Бог создал человека именно в сторону вечного развития, потому что тогда очень четко определен статус получает самого Бога. И сам статус восприятия человека, он обозначает именно вечный Бог. То есть Бог воспринимает ситуацию так, что когда человек рассматривает самого себя, он видит, что Бог вечный, потому что здесь выявлен именно социальный статус Бог и человек. Например, вот в социальном статусе, как выглядит Бог, да, что он делает там, что он входит в магазин, да, пьет кофе. А, например, если с этой точки зрения ну, задаться вопросом, вот вокруг Бога там крутится определенная ситуация, там весь мир, а он там себе, например, сидит и пьет кофе, да, то как вот, предположим, сравнить на логике тогда вот этот макростатус управления, то есть человек думает, это же должно быть нагрузочно, наверное, там, управлять там, и одновременно там, чем-то заниматься, но ведь человек же устроен точно так же. Если он подойдет рядом и будет пить кофе, он сделает правильно, и тогда основное управление мира будет делаться также этим человеком. А задача человека – это делать полное управление миром всем. То есть, потому что если он что-то где-то не учел, тогда событие может быть сконфигурировано в область именно, ну, собственно говоря, такого неконтролируемого пространства, и тогда получается, что здесь мы видим, ну, как бы в социальной системе в этом случае уже некую такую неадаптивную, что ли, функцию к будущему развитию, когда некоторые параметры становятся неопределенными, а этого нельзя допускать именно с точки зрения вечного развития. Все-таки я сейчас показываю, как управление социальной системой делать именно в направлении вечного развития, потому что там обычный социальный статус – это часто процесс, который уже где-то существует, налажен, там, а вот чтобы развитие социальной системы было вечным, и люди в социуме это понимали и сознательно шли к этому, вот об этом сейчас я говорю в большей степени. Поэтому получается, что человек должен видеть Бога как личность, значит, и при этом действовать, да, также, но понимать, что управление как бы в неком усредненном статусе восприятия личности, да, где человек, например, видит себя как управляющее лицо, как человек, который знает, что у него там все благоприятно, нормально, он должен всегда соотноситься с тем, как действует Бог на любом уровне, включая физический уровень. Почему Бог это человек, да, обычный, в том числе, потому что здесь очень мощный фактор, ну, там, равенства, передачи знаний, то есть равному, да, может быстро передать знания. И когда вы смотрите уровень управления в социуме на таком плане, то видно, что вот уже следующий план там, вне социальной системы, как бы внешний уровень. Вот одна социальная система, мы ее определили, теперь мы, например, захотели посмотреть на другую. Вот, ну, например, в плане просто помощи. И решили, значит, посмотреть, в чем эта социальная система определена в информации.
То есть первый уровень, должна быть какая-то область нейтральная, как бы уровень перехода, да, с одной социальной системы в другую, но здесь никакого уровня нет. Как только мы выходим за пределы информации с социальной системы, то возникает просто действие Бога. То есть Бог в виде определенной, ну, как бы внешней системы, как Бог просто берет и создает некий уровень нейтральности, то есть Он вводит управлением некую нейтральную величину и потом начинает определять следующую, для того, чтобы восприятие человека было, ну, как бы переориентировано, видоизменено несколько на то, что вот существует следующая система. То есть человек фактически в момент прохождения вот этой как бы нейтральной полосы, он на определенном уровне известных ему понятий строит ту систему самостоятельно, по большому счету. То есть он, если там вычитать все системы связи, он как бы заранее определяет себе то, что там дальше, да, для чего-то. Его есть задача его души. И получается, внешняя социальная система как бы организовывается в отношении восприятия человека. То есть на уровне бесконечного развития он оттуда может иметь там какие-то радостные события, технологии, хорошие системы управления. То есть отрицательного плана он там для себя не выявляет в первом импульсе управления. И вот если задачи его души таковы, что ну, там, у него недостаточно знания, он должен что-то сделать, вот здесь уже начинается негативный уровень как бы расформирования как бы некоторых событий, больше даже такого информационного плана. То есть человек расформировывает события таким образом, что он, значит, старается как бы сделать так, чтобы извне, они из некой другой социальной системы, они не пришли, да, не появились. И таким образом он начинает как бы заранее делать управление, и возникает вот некий уровень напряжения. То есть известные системы, которые ему известны внутри социума, текущего социума, он начинает переносить проблемы ну, в плане их решения, да, на другой уровень социума. И получается, что вот эта вот нейтральная система, как бы переходная, это и есть основной уровень решения, где проблемы как бы нет в этот момент. То есть следующий уровень или закон, так скажем, можно его назвать как закон решения социальных вопросов, это межсоциальный уровень. Вот просто возьмите и любую проблему выведите в такое поле информации, в такую область, и постарайтесь сравнить тогда, каким образом, значит, проблема выглядит с точки зрения известной вам социальной системы и с точки зрения той системы, которая, предположим, новая, да? Тогда новую систему можно переинформировать сразу же под решение вопроса, потому что в новой системе вы же ее до конца не знаете, например, как вы считаете вначале на логике, и тогда, получается, хорошо бы ее переинформировать, чтобы ваш вопрос решился. То есть обратите внимание, что душа начинает сразу работать на переориентацию системы. То есть вы к ней подходите как бы к ее познанию с нужной стороны и стараетесь эту систему, в принципе, обозначить как систему действия, как систему некоторого действия. То есть любую проблему видно здесь, в данном случае, что человек себе как бы сам воспроизводит, создает, кроме, может быть, там проблем каких-то очень там, таких, ну, которые выходят за ранг там, обычных там, что ли, систем проблемных, вот, которые вот проблемы как бы очень, так скажем, для человека считаются проблемные. Здесь существует фактор как бы вне социальной системы. То есть то, что влияет на ту неизвестную величину, или ну, ту, которая является как бы внешней социальной системой, или на ту величину, которая является самой социальной системой, где находится человек. Вот здесь можно сузить понятие социальной системы до уровня восприятия личности, где человек практически воспринимает только свой собственный там статус, да? И тогда видно, что возникает только одно действие. Человек, система, да? Человек какая-то внешняя среда. То есть человек начинает себя осознавать как там, сильную личность, социальную личность, которая живет в социуме и которая определяет уровень управления. Таким образом, за счет задачи выхода в неизвестную социальную систему я опять пришел к понятию самоосознания человека. То есть осознание силы своего статуса, необходимой для того, чтобы взаимодействовать с внешней системой. Это еще один закон управления, где
как раз-таки любые явления и действия человека приводят к нему самому. Также делает Бог, Он любое действие управления приводит, получается, к себе. То есть действие любое совершается с точки зрения человека как бы самим Богом, то есть внутри информации Бога, да, внутри информации Его действия. То есть признак информации имеет там как бы бесконечно развивающуюся величину. Если какое-то одно событие уже произошло, то следующее событие получается, что оно фактически, ну как бы, если оно в будущем где-то происходит, и идет вот бесконечное развитие конечной величины фактически. Вот если вот присмотреться вот в эту даже оптику этого развития, то исходя из этого можно видеть, что один из законов вечного развития социальной системы — это бесконечное действие любого конечного действия, вообще любого движения, логики процесса, какой-то задачи. Тогда видно, что другая социальная система, она контролируема тем, что вы можете иметь здесь практически вход, да, в систему с любой стороны, когда вы приносите именно уровень созидания. Вот здесь вот как раз-таки вы должны быть четко проявлены как созидатель. И еще один из законов управления в социальной системе — это выраженная созидательность, то есть понятная для другой стороны. То есть вы можете сделать много добрых дел и можете даже по-разному их для себя описывать. Как бы, но вот именно выражение для других должно быть четким и понятным, не в виде там, видимо, каких-то действий типа плакатов, там, графиков и так далее, а в виде вот понятных действий ваших следующих, как бы фактически. То есть ведь еще один из законов это в социальной системе — это взаимодействие систем. Когда вы действуете, двигаетесь, в каждом действии, как, ну, как бы в архивном, что ли, в концентрированном виде, даже как бы заархивирован и мгновенно развивающийся дальше значит, уровни, когда идет разархивация, так скажем, действия, получается, сразу видно все, что вы делали до того. То есть вы выйдете на контакт такой, чтобы внешний социальный статус вас распознавал сразу же как уровень действия, то есть ваша внутренняя там, или некая такая открытость внешняя по отношению к внешней величине. При этом, естественно, вы должны базироваться только на созидательных действиях, которые вы сделали, которые вы лично знаете, что вы это сделали. Не обязательно о всем этом говорить, но достаточно показать, что вы созидатель, что вы хотите мира, что вы идете с миром и так далее. А ведь по большому счету все люди равны, там младенец родился, человек, который много добрых дел совершил, там, и так далее, действующий, например, там, значит, уровень, который действие Бога реализовывает там сполна, они все для Бога имеют одинаковый статус. И получается, что там любое количество добрых дел — это все равно, что может быть такое же обычное дело там, обычного человека с точки зрения логики внешнего восприятия. Вот чтобы все-таки эти дела там, по спасению людей, например, да, регионов, ну просто назовем там, например, добрые дела некие, значит, они были выявлены конкретно и была прослежена линия их действий, то есть ваш опыт, потому что все-таки получается это как бы разговор на профессиональном уровне. Внешняя социальная система воспринимает вас как профессионала в области там, достижения позитивных созидательных там, результатов для людей, для всего мира. И вы должны уметь эти данные как бы показать, но при этом у всех же одинаковый статус, все имеют равные права, и поэтому вам нужно это показать концентрированно. То есть, значит, следовательно, вам нужно сделать для следующей социальной системы с учетом своего ресурса то, что является проблемой для данной системы, с которой вы контачите. Это еще один закон развития, где максимально накопленный опыт, ваше личное знание должно реализоваться с максимальной пользой для любой другой следующей системы управления. В социуме закон прослеживается очень четко, линейно, логично и понятно. И его можно четко проследить, как он реализовывается. То есть выполнение этого закона — это есть значит, тоже действие социальной системы. То есть для этого нужно социальную систему развивать в управлении. И дальше, когда вы рассматриваете управление с точки зрения, например, там, бесконечного развития и видите, что вам нужно выявить, например, формы бесконечного развития, где вы хотите, например, ну, по свободе воли, по свободе творчества, да, значит,
как бы стараться развить так, чтобы было понятно, что развитие достаточно актуально, что оно совершенно там радостно, или, по крайней мере, вы делаете его свободным в плане вот, ну, полной воли, полной реализации. То есть вы как бы должны видеть будущие события, должны видеть, как развиваются будущие события внутри социальной системы. И эти события должны давать тот импульс, который регламентирует сейчас ваши действия, не в плане там жесткого регламента, конечно, а в плане просто ориентации на эти действия. Коли уж такие действия у вас есть, вы должны их учитывать. Но ведь действия могут быть понятны логически, а ведь надо уметь еще делать управление на уровне информативного, как бы управление сознанием, управление душой, то есть не физического типа управления. И вот поэтому вам нужно видеть в совокупности процесс, что будет происходить на социальном уровне, на уровне там, каких-то межличностных отношений, например, в социуме в том числе, на уровне отдаленных прогнозных ситуаций, куда входят понятия как бы случайной величины часто, ну, то есть если просмотреть на 10 лет вперед вот, и посмотреть, сколько случаев, на которые нужно обратить внимание дополнительное. Может быть так, что импульс прямой и нет никаких проблем, да? И посмотреть еще там на 100 лет вперед, еще нет проблем. Просто вопрос такой, что вы тогда там, в первом случае на 10 лет или там, на 30 лет, если это уже третий случай, 30 лет, вы должны выявить структуру как бы самостоятельно, вы должны сами выбрать, на что обратить внимание. Вот обратите внимание, что в прогнозном варианте возникает вопрос личного выбора. То есть вы берете и как бы сами себе назначаете какую-то, ну, как бы проблему, то есть вы начинаете ее решать. Потому что если вы не обращаете внимания, то, значит, получается, этой информации нет, и вам, в общем-то, нечем это заниматься. А если есть, то вы тогда сами выбираете, как заниматься, то есть это внутреннее все-таки напряжение, это внутреннее такое действие, даже ресурс определенный внутренний при этом реализовывается. И ресурсов должно быть много достаточно. И получается, что когда вы вот выбираете как бы себе будущее фактически, да, вы его в этот момент строите, потому что, значит, если вам там не нравится, вы вправе там отказаться, не заниматься этим направлением в управлении, значит, потому что вот сейчас у вас другие задачи, вы, например, там не приемлете, не хотите заниматься тем, что вы считаете, например, там не произойдет. То есть вы как бы внутренне выходите за область этого управления. Вот в социуме, в социальной системе существует такой же принцип реализации развития социальных систем. Если система, например, условно или там в будущем может быть некорректной, то она может быть самоадаптирована, да? То есть она может не развиваться в ту сторону, а проблема просто как бы обходится, ну как вот корабль плывет, она, значит, так эта проблема решается, что просто-навсего этот риф там проплывается с другой стороны, и все. И при этом действительно эта ситуация, ну там, если она не корневая, там, не уже существующая, а именно ситуация будущего, которая возможная, она реализовывается как система взаимодействия. Ну, например, как мы можем рассмотреть процесс, как Бог, например, воспринимает свои собственные знания. Да? То есть у него должна быть какая-то очень высокая скорость, хотя должна быть и динамика, и какая-то сверхбыстрая скорость, что созданное знание он одновременно воспринимает. Сам создает и сам же воспринимает. То есть это сверхскоростная система развития, которая обусловлена тем, что скорость настолько велика, что он же еще должен создавать величину этой скорости, а это уже новое в данном знании. Что Бог делает новое? Он добавляет скорость, как бы некую такую величину, как транспортную систему знаний. И получается, что исходя из этого, человек всегда может построить себе оптимальное, да, благоприятное будущее, то есть обойти систему управления за счет просто увеличения скорости. Вот вы начинаете наблюдать в социуме некое неблагоприятное там, сложение обстоятельств, ну, просто увеличиваете скорость управления, все, переходите дальше. Часто не обращая там внимания, потому что тогда, если нет проблемы, она и просто не фиксируется, она расформировывается и она не возникает. И вот этот вот метод управления сейчас постарайтесь применить
по отношению лучше всего прям ко всем делам, прям на высокой скорости, в социальной системе, что он называет для себя социум, личное пространство управления, или в социум в общем определении, как он существует, да, социальное общество. Постарайтесь проделать управление, я поработаю с вами. Обязательно акцентируйте внимание на спасении всех. Вот в этом случае очень детально. А когда идет некое такое сверхбыстрое или просто ускоренное управление, возникает вопрос, скажем так, некого ресурса, там, откуда брать интенсивность управления, как вообще вот реализовывать некую там энергию управления. Вот здесь вот возникает очень простой ответ, на самом деле. В самом действии существует любой ресурс. То есть чем больше вы работаете, чем больше вы работаете с управляющей областью, тем просто точнее вы ее распаковываете, так же, как Бог всегда имеет там вопрос-ответ, он вопрос и ответ, да, создает одновременно. Вот одновременно с действием, разделение фактически вопроса и ответа, то есть создание двухструктурной среды там, или трехструктурной, многоструктурной, сам элемент создания — это и есть действие. То есть действие — это ваше внутреннее решение. Если вы принимаете решение, решение, значит, имеет конкретный уровень бесконечного развития. Ну, речь идет, конечно, о созидательном решении. В этом случае мы имеем бесконечное развитие внутри самой системы решений. То есть решение как информация, да, базируется на структуре вашей души. То есть фактически это выглядит так, что информация решения приобретает свойства такие же, какие имеет как некая матрица, как матрица действительно там в прямом понимании ваша душа. Тогда получается, что исходя из этого мы имеем как бы такой статус, что если мы развиваемся, например, в бесконечность, с точки зрения там каких-либо внешних объектов информации, человек он так и направлен в развитие бесконечности, то получается, что вот ваше решение, ваше действие, которое имеет такой же статус, как, например, там, действие души в бесконечности, значит, оно приобретает свойства и функции именно свойственные, скажем так, бесконечному развитию. То есть получается, что когда вы принимаете какое-то решение, информативно само решение должно выглядеть как система адаптации вас лично, вашего мнения там, к бесконечному, к вечному развитию. И получается, что исходя из этого вы имеете, в общем-то, очень простой уровень регулирования решений, там, достижения значит, своих задач. Значит, информация, которую вы вывели на управление, должна соответствовать как вам, так и внешней, да, системе управления, некой внешней системе реальности во всеобщем, или там, в локальном, или в каком-то групповом понимании. И получается, что обратный ответ, да, который существует в будущем, он должен по форме совпадать с первичным уровнем решения. То есть решение не должно быть видоизменено. То есть есть задача управления, и в социальных системах это прослеживается очень четко тоже, это знание. Значит, задача должна реализоваться, то есть достичь самой себя, получается. Действительно, информация не должна видоизмениться, да, и обратный импульс должен быть такой же, как постановочная часть. И когда мы говорим о действии Бога, Бог действительно, Он так же и делает, Он какую-то информацию передает, но при этом, при всем, обратное же действие такое, что Бог же сам все создает. Тогда становится понятным, что Он не меняет форму первичной информации. Поэтому там, физическое тело Бога такое, как человек, то есть Бог просто человек. Получается, что исходя из структуры управления, вот неизменная система — это передача именно макрознания практически всем за счет одинакового уровня, то есть неизменности формы. И задача вечного развития — это не изменение формы, получается, там, человека, не изменение, тогда получается и формы социальных событий, то есть это уровень, когда люди практически развивают свою культуру, также самобытность и так далее, и при этом вот, фиксация, свободное развитие любых социальных форм,
это уже выглядит как закон, именно по аналогии с тем, как делает Бог. Спасибо большое за внимание. На этом я сегодня семинар заканчиваю.